Здравствуйте, мои дорогие зрители. Вот есть у меня вот такой шикарный 6 бусин вот такого агата. Замечательные бусины, да, вот на первый взгляд. Очень красивые, они такие полупрозрачные. Но что из них можно сделать? Нанизать их вот так. Это старомодно. Да и некрасиво. Сейчас в моде цепи. Вот я ломала голову и решила я их сделать вот через такие колечки и через цепочки. Не знаю, что получится, но сейчас попробуем. Это всегда работа подбора. Уже и такие колечки перебирала. Вот они красивее, чем эти, да, вот интереснее. Но здесь есть отверстие, и можно вот так сделать. И будет аккуратнее, чем вот здесь. Нужно делать большую петлю. И она будет грубо смотреться. Потому что просто кольцо толстое. Ну ладно, буду пробовать. Пожелайте мне удачи, мои дорогие. Ну что же. Начинает потихонечку вырисовываться. Так, сейчас я вам покажу, как я вот так делаю. Я беру коротенький пин, вставляю его изнутри. В таких колечках хорошо смотрятся бусины. Ну, это, собственно, не колечки, а рамочки для бусин. Но можно сделать и так. Сейчас вот я отрезала лишнее. Заворачиваю колечко. Вот, видите? Так, теперь я беру длинный пин 7 сантиметров. Загибаю, делаю колечко. Так. Одеваю сюда. Для чего я вам это показываю? А вдруг кто-нибудь из вас тоже загорится такой идеей и начнет делать украшения. Вот в руках крутится она. Вот так. Так. Загибаем. Делаем колечко еще одно. У нас в Крыму такая ветреная погода.
тепло, не холодно, но такой ветер. И с другой стороны то же самое. Ничего сложного тут нет. Просто единственное, со временем набивается рука, и уже... У меня зрение не очень уже хорошее. Я большинство делаю на ощупь. Можно и так сказать. Так. Вот видите, попасть в колечко не могу. Возраст. Не 16 лет. Так, ну вот. Но тут я, наверное, еще посередине разрежу. Наверное, сделаю еще. Ну, это сейчас посмотрим по ходу дела. Ну что ж, мои дорогие, вот что потихоньку вырисовывается. Ой, слово «паразит». Ну что же, я не могу от него избавиться. Простите меня. Так. Потихонечку дело двигается. Еще я не решилась с серединой. Что у меня будет посередине. Ну так, потихонечку. Потом посмотрим уже на манекене, что получится. Потому что, понятно, на столе ничего не понятно. Извините уж за тавтологию. Ну, осталось одну мне бусину сделать. Мои хорошие, если вы думаете, что это так быстро, нет. Это не быстро. Хотя, может быть, для кого-то быстро. В общем, вот эту еще бусинку сейчас. Что хотела вам сказать. Это украшение будет длинным. Но его можно будет сделать короче. Я поставила 2 карабина на концы. И его можно будет сделать вот так. Видите? И тогда на шее будут просто 2 цепочки. И вот настолько оно будет короче. Вот, так что это такое украшение-трансформер. Вот. И вот настолько длиннее. Ладно, самую красивую бусину сейчас. Ну что же, украшение мое закончено. Девочки, длиной оно получилось 1,50 м. Ну что же, пойдемте смотреть на манекене. Вот так вот это украшение смотрится в 2 ряда. Ну, его можно повернуть, чтобы, допустим, сейчас я вам сделаю. Ну, то есть, чтобы бусина ровно была одна внизу. А сейчас я вам его укорочу. Вот покороче сделаю. Вот я его укоротила, зацепила. Сейчас посмотрим, как оно теперь будет смотреться. Но учтите, что на нормальном человеке он будет выше. Мне просто я не могу и держать, и распрямлять. Но можно его сделать и ровно, чтобы камни были внизу, и как хотите. Вот такое вот получилось трансформер. Сейчас я попробую его еще увернуть вокруг шеи. Вот видите, его даже можно
3 раза вокруг шеи обмотать. Вот такое украшение получилось. Пишите в комментариях, как вам такое. И спасибо всем за внимание.